Маленький Билли с его жаждой приключений и детской бесстрашностью привык проводить каждый день на улице, бегая и играя с друзьями. На улице был яркий солнечный день. Дети из окрестностей собрались, чтобы поиграть. Кто-то гонял мяч, другие строили грязевые замки, но двое отчаянных мальчишек, Билли и Нейт, решили устроить по-настоящему рискованное соревнование. Они придумали прыжки через груду хлама. Кто сделает сальто через острые металлические обломки и не заденет их, станет победителем. Азарт, гордость и жажда доказать, что они не трусы, затмили разум ребят, ведь цена ошибки была слишком велика. Старшие мальчишки смеялись, наблюдая, как смельчаки пытались покорить опасное препятствие. Кто-то оступался, кто-то трусил, а самые удачливые получали восхищенные аплодисменты. Когда настала очередь Билли, он, будучи одним из младших в компании, решил показать, что страх ему неведом. Но судьба сыграла злую шутку. Его лодыжка подвернулась, и он рухнул прямо на ржавые железки. Сначала Билли не чувствовал боли, только оглушающее оцепенение. Вокруг скапливались перепуганные друзья, но он не хотел показывать слабость и, собрав всю свою волю, заставил себя подняться. Казалось, его решимость превзошла здравый смысл, он начал вытаскивать куски металла из ног, отвергая помощь и скрывая ужас, который бушевал внутри. Вернувшись домой, он потерял сознание от боли. Мать Билли обнаружила следы крови и в страхе бросилась к сыну. Его состояние было тяжелым. Врачи диагностировали инфекцию и серьезные повреждения нервов. Они предупредили, шанс того, что мальчик вновь сможет ходить, был ничтожно мал. Недели в больнице тянулись как вечность, но никакие процедуры не возвращали Билли к нормальной жизни. Сломленный, он оказался прикован к инвалидной коляске, теряя надежду на здоровое будущее с каждым днем. Первое время Билли не мог смириться с тем, что теперь ему недоступны прежние радости. Он с тоской смотрел в окно на мальчишек, гоняющих мяч, а внутри разрывался от боли и одиночества. Друзья перестали приходить к нему, и даже лучший друг Нейт, как показалось Билли, исчез, будто предал. Однако спустя несколько недель Нейт наконец набрался смелости навестить друга. Чувствуя вину за случившееся, он долго извинялся перед Билли и попытался вернуть ему хоть немного радости. Нейт предложил необычную идею – завести собаку. Когда Нейт предложил завести собаку, Билли отреагировал раздражением. Он думал, что собаки – это радость для тех, кто бегает и играет. Но Нейт привел пример своей кузины с эпилепсией, которой помогала служебная собака. «Это будет твой друг», – настаивал он. Идея пустила корни в сердце Билли, и вскоре он уговорил мать отправиться в приют для животных. Ни одна собака не тронула его сердце, пока он не увидел щенка с грустными глазами и колесами вместо задних лап. Этот щенок был отражением его собственной утраты. Билли не сдержал слез. Они словно поняли друг друга. Так в его жизни появился Джек, щенок, оставленный прежними хозяевами. Собаки с инвалидностью редко находят новый дом, но Билли и Джек стали исключением. Собака сразу вписалась в семью, и вскоре Билли и Джек стали неразлучными. Каждый день они устраивали свои гонки по двору. Джек катался на своих колесах, а Билли с увлечением наблюдал. И хотя жизнь после травмы все еще была трудной, Джек приносил мальчику поддержку и чувство востребованности. Они с Билли стали лучшими друзьями. Но однажды случилось непредвиденное. Во время игр на улице коляска Билли застряла, и он упал, сильно ударившись. Джек, почувствовав, что что-то не так, начал громко лаять, привлекая внимание соседей. Когда Билли оказался в больнице, Джек снова повел себя необычно. Он настойчиво показывал на колено мальчика, как будто пытался что-то сказать. Врач, пораженный поведением собаки, решил провести дополнительное обследование, и это оказалось не зря. Рентген обнаружил незамеченные ранее осколки металла, которые повредили нервы, лишая Билли возможности ходить. После операции на колене Билли впервые за долгое время почувствовал слабость в ногах, а вскоре смог стоять самостоятельно. Это было чудом, вызванным невероятной связью с его верным другом Джеком. Теперь Джек стал полноценным членом семьи, и каждый новый день приносил Билли надежду на восстановление. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.